Здравствуйте, мои дорогие зрители. Старт примерно 150 участников. Я просто смотрю, я даже не знаю, что сказать. Это... Нет, как будто в душу смотрит. Мы толкачи не идет. Вот вы все донхильщики, кто забей. есть. Просто Ну, может отморозки. быть, Ну, наконец-то легендарное возвращение главного крыла на YouTube, а это значит, нас ждет только самый потужный, самый качественный, самый лучший контент. Возвращение фан-стримов каждое воскресенье в 20:00 по МСК, возвращение нарезок и всеми любимые игровых прохождений. Ну а чтобы не профуфунить все это добро, рекомендую подписаться на наш телеграм-канал Hard Inside. Ведь там каждый день публикуются оповещения о всех стримах, роликах и, что очень важно, именно там происходит оповещение о наступающих розыгрышах. Поэтому, если хочешь быть в курсе всех событий, то переходи в ТГ по QR-коду, ссылочка в описании или собственными ручками введи Hard Inside. Ты точно ничего не пропустишь. Здравствуйте, дорогие друзья, всем привет. Алексей Hardplay. Это значит что? Правильно. То, что надо обязательно поставить лайк и подписаться на канал. И сегодня мы смотрим с вами, вы просили, 1000 лет не смотрели, Юрий Профессия. С последнего места приехать первым, опасная гонка в горах Куршавеле. Вы скажите мне, вы когда последний раз в Куршавеле были? Те, кто были в Куршавеле, обязательно, вот буквально вчера, отпишитесь в комментариях, доложите обстановку, как там. Как там вообще вот на Куршавелях дела? Потому что, ну, я чувствую, что мне срочно просто необходимо поехать в Куршавель. Да, я не знаю, где это, но мне туда надо. Надо. Да, надо. Вот, так что давайте посмотрим. Это все, что связано с Red Bull, это сразу добрый вечер. Это 100% веселые ребята. Прям 100%. Поехали. здравствуйте, мои дорогие зрители. Здорово. Это гонка Макс Эндуро в Куршавеле. Слышно, что участники на хтоническом энтузиазме. Гонка типа мегаланша, но чуть поменьше. Это когда взял ипотеку, 8 кредитов, все, что только можно взял, и сказал, я поехал кататься. А как? Говорит, а это уже не важно. Блин, как опасно проходит между двух колес. Как молодой тусовщик, который никогда не станет старым. Скорости запредельные уже на самом старте. А вот никого не смущает вот там вот. Вот там вообще, тут веревка просто натянута, ленточка. Здесь все нормально, там вниз, там не видно даже, куда лететь-то, нормально все? На полу уже лужи, ехать очень страшно. Наш герой Лаик Брюни снова стартует последним и мастерски обгоняя всю толпу. Здесь массовый старт примерно 150 участников. Но в топе его будут ждать не менее скилловые, мощнейшие велосипедисты. И вся эта колонна сейчас спускается с гор, люди внизу в городах трепещут. Мы начали с вершины. Я просто смотрю, я даже не знаю, что сказать, это... это вообще как? Ты представляешь туда вниз уехать? Горы Салир. Название очень Они сохранились, интересно, там, на старте, нет? Там точка респауна или что? древнее, от латинского салир, то есть резко подниматься, взмывать, вздыматься. Теперь понятно, почему французы так нафранцужены среди таких-то гор. Еще до Фрейда. Так близко обгоняет, как будто в душу смотрит. Очень наглый наш Лаик Брюни. Ему 31 год, это абсолютный рекордсмен по победам в мировых чемпионатах по даунхиллу. 5 раз чемпион мира. В мировых кубках появился уже... Слушай, мне чисто поржать, я только сейчас, знаете, о чем задумался? Ладно то, что внизу. Наисти бы раздал, 100%, да, это наисти на велосипеде, а как не раздать? У меня единственный, знаешь, какой вопрос? А если, ну, на трассе будет вот такой вот один камень лежать, вот такой, ну, просто вот какой-нибудь небольшой камушек вот здесь вот просто вот будет лежать, как дела вообще? Нормально все будет? В 17 лет. С детства катается, сам вырос он в Кот-де-Азур, то есть на Лазурном берегу. Едет очень четко и прецизионно. Каждая его траектория максимально выверена, однако не особо озабачивается безопасностью своих соперников. Действует агрессивно, но на прямые толкачи не идет. Вот в этом узком горлышке все-таки обещает. До ауры, до вайбов бабки в маршрутке. Лаик пока еще не прокачался, но стремительно стремится. Едет всего 2 минуты, впереди осталось сколько? Какая 6 скорость гонщиков у них? из 150. Улетел. Первым сейчас едет тот самый Оливье Брювье. Его так просто обогнать не получится. Виды, конечно, прекраснейшие на этой трассе, но, дорогие зрители, и напруга, нагрузка. Перепад высот здесь 2000 метров. Примерно за 25 минут. И это довольно быстро. Там наверху все-таки какая-никакая гипоксия-то есть. Гипоксия — это когда мало кислорода в крови. Соответственно, это уже учащенный пульс, напряжение организма.
Кстати, когда они спускаются вниз-то постепенно, кислорода в крови-то становится больше. И да, включается некое подобие второго дыхания. Это дает буст. И, конечно, в целом, для подготовленных даунхильщиков, которые едут вот Ушел. сейчас в топе, весь этот перепад высот не создает особых препятствий. Но для кого-нибудь, например, для меня, если я буду на этой же трассе спускаться вниз не за 20 минут, а неторопливо, медленно, за 2 часа, то все равно внизу перепад высоты меня покарает. Так что все даунхильщики, Просто кто забей. ездят такие гонки с такими спусками, на Один еще слышал, едет. Уху. таких скоростях и напряжений, это, ребят, просто топы из топов по физической форме. Какое же напряженное эндуро, а дыхание аж замирает от такой скорости. И вот это ощущение очень точно передает. Сейчас, да. 300 другалет. В данном этапе, я думаю, Лаик Брюни начинает уже более стратежно относиться к обгонам. Можно, конечно, потолкаться, да? А можно и воспользоваться слепстримом. Дать немного своим А как здесь обгонять-то? бедрам Кусты передохнуть. какие-то. Ну, передохнуть, конечно, сильно сказано. Но здесь, как и в любом топовом, конечно, спорте, доли секунды тоже решают. Мари. Ну вот здесь наглядно видно, что у Лейка силы на обгоны всегда были и есть, и еще будут. Он использует красного впереди как донора. Где-то далеко впереди еще Оливье Брювье одиноко едет первым, смахивая редкие слезы со щек. И он тратит все свои силы, разрезая плотный поток воздуха. Хотя ладно, мы на высоте. третий, что ли, уже? Поток воздуха не Из такой плотный. 150. Но у Оливье Донора впереди нет, там много все еще. равно нет. Вон он там, по-моему, его уже видно. Как обычно, А как в обгонять-то? горстке мутных пикселей. Спасибо за сапки. Едут быстро. В итоге мы должны спуститься в деревню Коршауэль на высоте 1300 метров. Горнолыжный курорт в стиле Лухари. 5-звездочные шале. Топ-бренд шоппинг. Природная красота. Элитный сервис. Видим облака, даже тучи там, в отдалении. Над более нищими быдло-деревеньками. Над Куршавелем же небо. Ясное, чистое, Прикинь, шлагбаум был бы закрыт. голубое. Лаик Брюни держит дистанцию, и мы знаем. А кто не знает, ребят, будьте уверены, обогнать Лаик может в любой момент. Причем не только этого, я думаю, и всех сразу. Просто Ну, отморозки. может быть, кроме Оливье Брювье, который уже далековато Мари, впереди Мари пошел. поехал, таки Просто по камням. посрезал. Причем обгоняет с легкостью, буквально парит над поверхностью, будто в каком-то суперкаре едет. Пристраивается к новому донору. Велосипедный вампир. Но здесь даже при всем желании очень узко. Большой обрыв. Опасно. Какое-то время еще побуферит позади. Начинается снова серпантин. Нужно маневрировать. Серпантин от слова серпентинус. Давай, Латынь. говори. Серпенс — это змея. То есть похоже на змею. Лаик уже не выдерживая кричит, дескать, можно ли как-то побыстрее. Бедный Розовый уже на пределе своих возможностей. Позяйся, Брюни, не бей меня. А все, в лагере будет Куда? наказан. На, тебе еще повезло, что просто обогнал. Мог бы получить с ноги. Сейчас скромно оценим позицию. Вот впереди 2 маленькие точки, 2 лидера. То есть Лаик сейчас на 4-м месте. А Просто черный забей. прекращает крутить педали. Ой, ребят, разница в скорости такая. Лаика будто на тросе втягивает вперед. Как он так вертит педали? Может быть, его бедра не выделяют молочной кислоты. Может быть, он лактозно На самом деле вообще не представляю, как это возможно. Это он постоянно крутит педали. Постоянно, всю дорогу. интолерантен. Но он же в Европе. Да, ребят, кстати, часто мои фанаты спрашивают меня, с чего ты взял, что мы твои фанаты. Вы не просили, но я все равно сделал. Многие, говорит, спрашивают, да кто тебя... Спрашивают, у тебя 3 подписчика, блин. Что ты все придумываешь? Мега-бусти с эксклюзивными видео. Там уже есть и велосипеды, и мотоциклы. О!
Вот она! Пошла жила! Мега Бусти с эксклюзивными фильмами в описании. Первая ссылка. Там вот мы каждый день через день. Там мы день через день на ВК смотрим фильмы. Все туда выгружается килотоннами. 100 рублей всего стоит, да? 100 рублей. 100 рублей, да. $1. Ладно, 1 евро, да. А, ну плюс еще комиссия, плюс-минус, да. И, короче... Я в минус. И вайпауты, и геогессеры, и забирание на небоскреб очень страшные. Переходите по ссылке в описании, посмотрите, спасибо. Впереди двое. Лиам Мойнихан из Кимин Великобритании едет первым в красном. За ним Оливье Брювье. Вот его камера. Это два основных соперника Лаика Брюни сегодня. И обратите внимание, дорогие зрители, как медленно, конечно, да, но верно. Постоянно Лаик к ним Не, он к ним приближается. приблизился, да, сильно. Ему ведь и правда, чтобы что-то почувствовать, приходится Как я не понимаю, можно с такой скоростью мчаться? Как вообще это? Как это работает? вставать последним на таких гонках. У меня уже просто было видео, где Лаик Брюни ехал последним. Где-то, помните, по лесам. Там, правда, он вел себя периодически и совсем безобразно с гонщиками. По-моему, ребята из-за него даже падали. Вот сейчас уже Смотри, дорога стала смотри. шире. Решено. Просто взял... Выванчай, ушуршал парень. Лиама оставляют позади. Вот камера. Лаик в бело-бирюзовом. У Лиама, кстати, камера накренилась вниз. Чисто выванчай Поэтому его ушел. фотожи понравятся в основном любителям травы. И вы такие, а что там Оливье? А вот, он чувствует. Оглядывается. Давай, дескать, поживее. У меня такое подозрение, что Лаик не хочет прямо сейчас обгонять Оливье Брювье. Он снова нашел себе донора. Несколько минут он забуферится за просто широкой психи. спиной Брювье. Немного восстановится. И тогда уже пойдет на обгон. А поживее он ему говорит, дескать, ну а что медленно-то ехать? Как-то даже скучно. Оливье на 2 года старше Лаика. Чемпион Бельгии по маунтинбайку. забей. Тут почти все французы, но Оливье Брювье это бельг. Прям как Ван Дам. 3 раза он занимал 3-е место на мегаваланше. Какой туннель вообще забей? В этом году взял 2-е. А, кстати, его же заезд в этом году. Это место было вообще топовое. И в этом году взял 2-е. Просто... А, кстати, Просто пень. Знаешь, то есть, это как тест на этого. Вот вы как вы думаете, из 150 человек никто в этот пень не заехал? Зря вы так думаете. Это вот прям вот он. Он прям ждет. его же заезд в этом году на мегаваланше. Прокомментированный у меня лежит на бусте по ссылке в описании. Нативно. Ребята въехали в лес. Сколько Лаик Брюни будет мучить Оливье? Не-не, здесь если падение, здесь я не знаю, что спасет. Ну тут от елки я не думаю, что шлем сильно спасет. Сколько будет буфериться об него позади? Но пока Оливье особо не крутит. А вот закрутил. Спешно пытается оторваться. Но с Лаиком это почти Просто бесполезно. Просто ушел. Он как будто едет на электровелосипеде по сравнению с остальными. Он с последнего Причем он места еще и на первое дистанцию вышел. взял перед Оливье, чтобы тот не мог использовать его слепстрим. Тот пытается догнать, конечно, но пока не особо получается. Такое ощущение, будто дистанция Ой-ой-ой. между ними все-таки увеличивается. Да, сейчас ведь так Просто станется, забей. что в камере Оливье какое-то время бирюзово-белый Лаик впереди еще будет мелькать. Но все реже, пока и Блин, вовсе это не стрёмно реально исчезнет. смотреть даже. Но шанс у Оливье, конечно же, есть. Понятное дело. Например, Лаик всегда может проколоть себе шины. Ну, мало ли. Я не к тому, что я сомневаюсь в умениях Оливье Брювье догонять лидеров и обгонять их эффективно. Но потому что мы видели вот прямо сейчас, наблюдая актуальную форму нашего героя, мне кажется, Его даже не обогнать его видно. сейчас не Всё. может. Ну, не то чтобы ничто, гепард, наверное, бы смог. Но если гепарда посадить за велосипед, то без шансов. Вот сейчас у Оливье была надпись, что, дескать, он смог немного сократить дистанцию до Лаика Брюни. Но я, правда, по камере этого, откровенно вообще говоря, не происходит? вижу. Вот, смотрите, этот мостик с поворотом направо, и у Оливье он будет лишь сейчас, да, отставание в секундах уже довольно велико.
А ведь Лаик его будет все увеличивать, предположительно. Тут, да, выглядит это все как будто как он это вообще? Это... словно играется с остальными участниками. Начиная еще с этого, ну не то чтобы сказать понтов, но что-то похожее в этом было, когда он в начале гонки Я один заметил, там крест стоит на обочине. Интересно, почему? встал на самое последнее место. И так происходит въезжание в промежуточный населенный пункт. Это Куршавель 1850. То есть высота 1850. Мы же едем до точки Ла-Прас, это которая 1300. Вот сразу перед нами Jean-Blanc Sports, магазин спорттоваров. Ну там лыжи и всяческие смазывающие их жижи. Приятные улочки Куршавеля. Справа вот это деревянное огромное здание резиденции Я бы последнее, что делал, это здесь вдоль дороги парковал машины, я вам отвечаю. Пьера и Ваканса. Видимо, два партнера. 4-звездочный апартик. Цены начинаются от 3500 евро за ночь. Апартик. Цены начинаются от 3500 евро за ночь. Но это на 10 человек. Там с 3 спальнями уже. Типа таунхауса. 100 квадратных метров. Чуть-чуть сознание сейчас не потерял от такого ценника. А их-то, смотрите, посматривает. Где там Оливье Брювье? Но тот уже далеко. Ну вот сейчас одинаковые здания видны с их камер, но со скоростью Лоика конкурировать, конечно, страшно и тяжело. Жестко. Проезжаем сейчас красную горнолыжную трассу Ду-Дюмиди, но дальше, к сожалению, не по склону. Блин, я бы еще посмотрел эти Жесть. адские скорости на довольно хорошем таком крутом угле вниз, но дальше проезжает по лесу. Справа там вниз по склону еще один населенный пункт 1550. Наша же трасса идет, видимо, сразу на 1300. Оливье пишет: может быть, я смогу догнать Брюни на педалирующих секциях. Ну, имеется в виду не такой ярко выраженный даунхилл. Сейчас даже небольшой апхилл как будто идет. Едем вдоль параллельно автомобильной улице Экюрей, то есть дороги Белок. Конкретно на этот проезд машинам нельзя. Это, видимо, такая пешая трасса. Может быть, ее недавно закрыли для проезда. Ну, от шин видно, да, Там то, что вначале ездили просто машины. знак стоял. А может, его поставили на течение этого мероприятия Макс Эндуро Куршавель. Я, честно говоря, пока не вижу в камере у Оливье никаких признаков Лаика впереди. Как но он тут столько и экран едет? маленький. Вот, съезд направо. Посмотрим, когда он будет у Оливье. Ну, не близко, но Задыхается уже. еще более-менее, может, шанс у него есть. Между ними примерно 6 секунд. Нормально, на Мегаваланше бывало отставания доходили у людей, которые ехали, ну, относительно рядом, не рядом, но так, относительно до 30 секунд. И то там более-менее динамично менялись эти отставания. В Да не, основном ну в это сторону просто увеличения, отморозки. конечно. Реально отморозки. На нем. Уже 8 секунд. Было же только что 6. Но динамично меняется. Мне да, кажется, с Red Bull чувак, он, знаешь что, он, короче, очень жестко наваливает именно вот по вот таким вот пересеченным местностям. То есть у него может быть не столько сил, а видишь, тот говорит, типа, я его догоню на просто на прямой. И, друзья, тут я не соврал. Как, в общем-то, и нигде не соврал. Ну, здесь просто забей. Но если кто болеет за такую ситуацию, что Оливье, дескать, нагонит, наверное, время выздоравливать, уже не болеть. Лаик Камни. Брюни крепко Корни, вцепился камни. за первое место. Да, при таком ландшафте, конечно, весьма вероятен прокол, и ему придется ехать на, как там называется, самовосполняющаяся пена, которая заполняет прокол изнутри покрышки. Но в любом случае скорость снизится значительно. Ты прикинь вот туда вот тут шуршать на такой скорости. И вообще, ну ты представляешь, вот как они одеты, как они экипированы, вот туда просто уехать. Это все. Если же титры никаких сразу. технических сюрпризов не будет, то Лаик, скорее всего, будет лишь наращивать свое преимущество. Никакой усталости, ни единой ошибки, крайне техничное исполнение всех Одна ошибка и всё, поворотов, да. всех прямых, ускорений, я не знаю. Это реально едет машина с мотором вместо сердца. Если Оливье Брювье прям так хочет его нагнать, наверное, нужно где-то срезать, причем желательно сразу полтрассы.
Вот Оливье пишет, что это самая длинная педалируемая... педалирующая... сегмент трассы. И, дескать, на нем он рассчитывает сократить дистанцию с Лоиком. Окей. Какая трасса? Кстати, пошло некое дыхание. Скорость как будто у Брюни снизилась. По видео, может быть, он даже немного медленнее Оливье. Ну, прям вот совсем немного. Или мне так кажется? Или это когнитивные искажения? У них камеры-то настолько искажают рыбьими глазами. Мертвыми, черными, акульями. Ну, хорошо. Честно скажу, я буду надеяться, чтоб Оливье догнал. Чтобы добавить динамики в визуальный ряд. Сейчас Оливье написал, что Брюни впереди он видит. Но и позади едет Лиам и еще двое. То есть, возможно, мы увидим обгон. Но несколько другой. Попробуй пока поменять местоположение камеры Оливье, чтобы не пропустить вот этих мега-видов. Внизу был виден кусочек Куршавеля 1300-го. Брюни оборачивается, но Оливье еще не должно быть видно. Вот он только Очень сейчас красиво. выехал из-за поворота. Замеряя время, как Оливье проедет тот столб левее с зеленой подушкой. Вот он И он крутит постоянно педали, по тени видно. на 8 секунд. Ну, по крайней мере, Брюни не удаляется. Но, может быть, он и экономил силы перед мощным рывком, и сейчас как жахнет. В нем уж сомневаться не приходится. Ну и вот, посмотрите, дорогие друзья, включил он Кого? скорость, включил ускорение, погнал. До этого там что-то еле плес, и, видимо, на самом деле отдыхал перед бустом. По своей тактике, стратегии. Как такое догонять вообще? что это такое вообще? Только срезать, причем очень много срезать, идти на риск. А вдруг? А что, если со склона случайно покатились булыжники? А я не знаю. Да, у Оливье тоже сейчас скорость, но как будто не такая все-таки, как у Вообще. Лоика. Не первая космическая. Кстати, по кривизне линзы объектива скорость может казаться по-разному на видео, хотя по факту она может быть одинаковой. Но по ландшафту мы видим, что это не тот случай. Кстати, задышал, а? Слышите? Дышит, да. Ну, вероятно, термин «отходники после буста» не совсем корректный для велоспорта, для даунхилла. Но слышно. Что-то мне аж захотелось снова замерить время. Вот мостик. Брюни поглядывает назад. Почувствовал ли он, что замедляется? Решает оценить обстановку, думает, что с этим делать. Офигеть. Надо бы поднапрячься. Ай, но, видимо, не особо и надо. Вот мостик у Оливье. Только сейчас уже 14 секунд разницы. Она откровенно Да не, ну гигантска. это- Оливье еще пишет, что и Лиам его догоняет. Походу, он на третьем месте, что ли, приедет Брювье. А ехал первым. Довольно долго. Хотя и Лиам ехал первым тоже долго. Ладно. Ну, что-то в этом парне Лоике Брюни есть. То ли в генетике, то ли в подготовке. Ну, скорее всего, все вместе, конечно. Потому что для... Что ты... Я на секунду просто сейчас мне показалось, что он по прямой улетит. даунхилла парень как будто прям создан. Смотри. И телом, и сознанием. И рекорды он уже поставил. И в историю уже вошел. Жаль, что он на Мегаваланше не выступает, Там правда. просто обрыв был, да. Оп. И здесь у Брюни села батарейка в его камере. Ну тогда давайте навернем Оливье. Батарейка. Вот эти серпантины, что мы уже видели у Брюни. Давным-давно, тысячелетия назад. Берет срез. Как будто получилось еще дольше. Мне кажется, но дольше. Оливье старается. Догонит ли он Брюни сейчас? Буду с Мне вами кажется, не честен. догнать. Только если у Лоика сейчас, ну, лопнет покрышка, или он врежется, или ему даст подзатыльник местный барон. Шансов сильно не Барон. видно. Можно было бы еще включить камеру Лиама, что, по идее, едет сейчас на третьем месте и довольно близко к Оливье. Но у Лиама тоже Там села даже не батарейка, видно. записи нет. Только Оливье нормально подготовился и нашел в себе силы поставить на зарядку. Сейчас вот он оборачивался, Лиам едет, буквально 1 секунда между ними разрыв, может меньше. Не Ой-ой-ой! вписывается в поворот аж. Тоже теряет дистанцию, по идее Лиам еще ближе, да. Дышит в шею.
Я подслеповато щурясь, пытаясь впереди увидеть Лаика Брюни. Бесполезно! Вон он. Была впереди там загадочная точка, но это знак. Пишет, что Лиам прямо позади, а там далее еще двое. Бандиты подкрадываются все ближе. Ситуация все страшнее. Первый ушуршал вообще. Отстаньте! Помогите! Лиам совсем вплотную. Нельзя его пропускать, нужно как-то блокировать корпусом. Запедалировал Лиам. У него ноги голые. Как ж ты так едешь, тебя ж комары всего обкусают. Или это и дает ему скорость? Бибикают. Кто-то бибикает настойчиво, неужели еще догоняют? Оливье, держи хотя бы 3-е место! Все мы хотим быть вторыми, пишет Оливье. Да? Дорогие зрители, это буквально финишная кривая. Надо обгонять, надо вкладывать все силы. У Оливье шанс есть. Интрига до последнего. Пошел. На буст. -1. Лиам там педалирует, Мужик! дерется локтями. Неплохим Ребенок! хуком в челюсть. Лиам оставлен позади. Он, Лаик в бирюзовом, уже отдыхает. Уехал на самом деле далеко вперед. Дорогие зрители, надеюсь, вам понравилось. Мощная гонка типа мегаваланша. Здоровья вам, добра, любви, процветания и, конечно же, денежных Просто пень, мужик, флаг, все, что можно. Лайк поставил. Юра, спасибо за ролик. Будем смотреть дальше.